Ребят, всем привет! Я пробую новый формат, назвал его «А что если?». Все началось с того, что мы собрались с Алиной в очередное путешествие. Мы очень любим с ней путешествовать, но летать за последние годы нам, честно говоря, очень надоело. Мы живем в Калифорнии, тут очень много красивых мест, и мы очень много ездим с палатками. И так заигрались, что на самом деле даже вот купили дом на колесах. Расстояния очень длинные, дорога очень красивая, такая приятная. И когда я еду за рулем, много думаю о том из того, о чем сталкиваюсь в работе над своими проектами. Руль для меня такая медитация. Я фокусируюсь на мыслях, фокусируюсь на дороге, ведь дорога — это такой хороший повод, чтобы тебя никто не отвлекал, чтобы ты сам себе дал спокойно сидеть и думать, да, обычно мы же не можем себе дать даже подумать нормально. И вот в таком формате я предлагаю вам попробовать покоммуницировать со мной, я буду задавать вопрос, и сегодня у меня вопрос будет для вас очень интересный, как и всегда. Поэтому я очень вас прошу написать в комментарии пару строк, как вам такой вообще формат. За лучший комментарий мы по традиции дарим книгу, как вы знаете. Поэтому обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте нам лайки. Если не понравился, если контент не заходит, ставьте нам дизлайки. Нам очень важно понимать, как вообще вы коммуницируете с нашим контентом, как вам то, что мы делаем. Нам это очень важно, ценно, полезно будет знать. И да, в одном из наших предыдущих видео я говорил о том, что следует фильтровать весь контент, который к вам поступает. Поэтому если вы хотите, чтобы вы узнавали о наших выпусках сразу, как только они появились, жмите колокольчик. Таким образом вас будут догонять пуш-уведомления, вы всегда будете в курсе всего происходящего. Сегодня вопрос, который я предлагаю с вами так обсудить, немножко подискутировать. Что если организация — это на самом деле продукт, пользователь которого люди? Что если всем организациям следует развернуться к людям лицом? Давайте представим, что если иерархия в организациях сама по себе очень странная вещь. Вот если, например, мы вспомним какую-то организацию, в которой есть, например, конвейер, что происходит, когда этот конвейер останавливается? Очень часто там CEO, генеральный директор, там руководители, там мастера и так далее. Угадайте, что делают? Они бегут к тому, кто давно работал на этом конвейере, и, соответственно, так получается, что только он знает, как он работает в деталях, и они становятся перед ним на колени, уговаривают его выйти сверхурочно для того, чтобы он починил линию и, соответственно, чтобы все дальше заработало. И как только он это делает, организация опять обратно поворачивается к нему задним местом, и, соответственно, все начинают притворяться, что есть начальники, есть подчиненные. Я считаю искренне, что организация никому ничего не должна, ей тоже никто ничего не должен. Организация, как вот я сказал, да, то есть, что если организация — это продукт, пользователь которого люди, и организация должна быть таким продуктом, которым будут с удовольствием пользоваться люди, и не менять этот продукт на другой продукт для того, чтобы достигать своих целей, потому что каждый из нас родился для того, чтобы прийти к каким-то своим целям. И, соответственно, если мы будем организацией, которая будет помогать к этим целям прийти, люди будут вдохновительно работать вместе с нами, и нам не надо будет им говорить, что делать, как делать, они будут делать. И об этом подходе я узнал здесь, в Кремниевой долине, где мы живем. Например, есть организация такая Netflix, она говорит очень просто: мы не хотим тебе говорить ни что не делать, ни как делать, с кем тебе работать, как. Вот если ты нанят Netflix, значит, ты должен знать, что тебе и как делать. И это значит, что ты просто должен брать и делать. Но мы оставляем за собой право всегда у тебя спросить, а в лучших ли ты интересах действовал организации? Если ты не сможешь нам рассказать, что это было то, что ты делал в лучших интересах, мы тебя можем уволить. И там действительно очень много людей увольняют. С другой стороны, дают 4 месячных оклада, вперед, да, то есть компенсируют, да, там, если увольняет, организация тоже теряет. Но Netflix таким образом устроен, что если они берут человека к себе на работу, они не хотят говорить ему, что и как делать, они хотят ему давать какие-то готовые процессы. Это способ, я не буду, тут вам рассказывать, что я волонтер. Netflix, я зарабатываю здесь деньги.
Я развиваю свои навыки, я приношу пользу компании. От работы профессионала должны выиграть обе стороны. Ну и как бы я не должен давать в одну сторону, и я не должен требовать чего-то, чего я не могу требовать. Ну, обычно традиционно в компаниях здесь, в Кремниевой долине, два ледера, так называемые. Ледер – это лестница. Есть ледер инженерный, есть ледер менеджерский. Когда-то давно поняли, что это разный набор навыков, и как бы менеджер – это не развитие карьеры инженера обычно. Если только он хочет, он может перейти в другой ледер. Вот как в Google, например. Просто есть инженерные уровни, у тебя есть менеджерский уровень. Да? И в Netflix это немножко необычно, потому что у нас нет инженерных уровней. Менеджерские уровни, какая-то иерархия есть. У меня есть менеджер, у меня есть директор, вот есть VP. Да, вот у них есть какая-то иерархия. Я бы сказал, это люди, которые определяют направление. Как ты понимаешь задачу менеджера? И как он с тобой коммуницирует? Как вы определяете, что делать, а что не делать, например? Менеджер – это здесь человек, который пытается связать тебя с другими командами и с бизнесом. Да, и коммуникация у меня происходит. Но я, когда пришел с менеджером, договорился, что у меня с ним, это опять же, это очень неформально, как решишь, так и будет, что у меня с ним будет регулярные митинги еженедельные, как это обычно происходит в компании, хотя обычно еженедельный митинг с менеджером one-on-one, вы там можете обсуждать что угодно. Вот. Но для меня важно, что это время, которое он выделяет только для меня. Я прихожу к нему со списком своих вопросов, своих проблем и консернов, и вот мы с ним это обсуждаем. Вот пример. Для меня one-on-one с менеджером – это в первую очередь возможность получить ответы на мои вопросы все. Если не всегда я могу получить оперативный вопрос, потому что он может где-то быть занят, где-то я могу ему рассказать все, что я готов сказать только лично ему, один на один. Могу высказать свое личное мнение о работе команды и так далее. То есть вот это мое время. Я не думаю, что все организации, они должны быть именно такие, да, то есть понятно, что есть организации, где приходится работать с людьми другого уровня осознанности, которым нужно говорить, что, некоторым нужно говорить как, да, там, некоторым и что и как нужно говорить, то есть вот. И, соответственно, Netflix – это верх осознанности. Но, в принципе, такое возможно. И я понимаю, что самое главное – это не там CEO, не какой-то еще, там, не знаю, руководитель или там директор, или там какая-то отдельная личность, не знаю, там может быть чей-то брат в этой организации, сват и так далее. А главные те люди, которые действительно привносят в эту организацию инновации, которые дают ей скорость, которые дают ей возможность развиваться. И именно эти люди должны быть главными всегда и во всех организациях. И мы должны таким людям, как мне кажется, дать возможность пройти к тому, чтобы себя проявить. И если наша организация может быть таким продуктом, в котором это было бы очень понятно и ясно, как сделать, да, каждому человеку, были бы прозрачные правила игры, то есть человек мог бы понимать, что он должен делать, чего он не должен делать, для того, чтобы, например, перейти на следующий уровень компетентности или занять какую-то следующую должность, следующую позицию. Наш канал – это ваше окно в то, что происходит в Кремниевой долине, поэтому, если вы еще не подписаны, обязательно подписывайтесь прямо сейчас, пишите нам комментарии, ставьте лайки. Что там, когда уже мы что-нибудь будем пробовать? Понятно. Ребята с нами сегодня сюда чисто так погасить приехали, вот. Они завтра с нами никуда не едут, вот, к сожалению. Было бы здорово. Так, ну чё, я вас поздравляю, ребят. Мы зафиналили 19-й год, уже немножко отдохнули в 20-м. Я хочу, чтобы мы сами сегодня договорились, как именно мы будем работать, как именно мы будем работать по-другому. Я хотел бы, чтобы вы тоже там свое мнение внесли в этот документ, и мы осознали лучше все наши процессы для того, чтобы стать эффективнее, потому что этот год я объявляю годом эффективности, как мы с Алиной там шутили, да, там мы объявляем годом эффективности, мы тоже планировали. Ребят, самое главное, что у нас есть, на самом деле, вместе с вами, это мы с вами. То есть, что я имею в виду? То есть, если мы будем находить с вами общий язык, уметь договариваться там и так далее, то у нас все остальное будет. Я реально очень благодарен каждому из вас за то, что поверили, за то, что двигаетесь, пусть там какие-то есть там разногласия, какие-то недопонимания, это все нормально, потому что это и есть притирка. Самое главное, чтобы мы все осознали, куда, откуда, зачем мы работаем, что мы хотим в жизни в своей, каждого из нас. И исходя из этого мы четко формулировали свои планы на следующие периоды, да, то есть я осознанно делали то, что должны для того, чтобы у нас получалось. Я благодарен каждому из вас, что вы выбрали работать с нами, что вы двигаетесь, что вы доверяете тому, как мы смотрим на мир.
часто у нас нет в организациях в странах СНГ возможности понять, что ты должен делать и чего ты должен не делать для того, чтобы у тебя получилось как бы дальше расти, развиваться. И поэтому единственный возможный способ, который люди видят для себя, для того, чтобы там расти, развиваться, это угождать каким-то конкретным личностям, да, там, братьям, с каким-то связям, либо напрямую каким-то руководителям, которые их, соответственно, тащат вперед. И, соответственно, не всегда самые искренние, самые там классные, самые реальные профи, пролезают наверх иерархии, да, то есть я об этом думаю не потому, что я там почитал книги, там посмотрел фильмы, а потому что я работал в государственных организациях, работал в банке в коммерческом, да, там в ВТБ, и видел, как не самые умные люди долгое время продолжали работать просто потому, что они имели личные связи, контакты. И многим хотелось сказать ему, не ласковые, да, там, но приходилось считаться с ним, и годы реально мудаки работали просто потому, что как бы они были чьи-то. Вот, и, соответственно, если мы в организациях сделаем такие свод правил, как в тех, о которых мы изучаем здесь, находясь в Кремниевой долине, значит, и внедрим такой свод правил, что человек должен делать и что он не должен делать, это называется здесь performance review, да, то есть определенные ожидания от каждого уровня компетенции прописаны. Если ты можешь, уже доказать, что ты на определенном уровне компетенции, да, то есть ты говоришь, что ты уже закрыл эти показатели и так далее, такого-то формата работы сделал, ты можешь, соответственно, получить следующий уровень компетенции. Но то, что ты закрыл эти все свои задачи, должны подтвердить эссе все твои коллеги, с которыми ты работаешь. Соответственно, они должны развернутые эссе о том, как ты достигал этих результатов, должны были написать, как они с тобой взаимодействовали, и так далее, и так далее. Пожалуйста. Вот есть понятный, простой способ, как ты можешь расти. Находясь в организациях, в которой я работал в России, я никогда не мог понять, что я должен делать и чего я не должен делать. Единственное, что я видел, что люди делали, чтобы развиваться, расти в организации, это кому-то лизали зад. Прям под дождем снялись с якоря, едем дальше. Следующая точка у нас между Санта-Барбарой и Вентурой. Алина забронировала там нам площадку для кемпинга, и сегодня там будет дождь. Это было что-то, да, Алина? Расскажи свои впечатления. Во-первых, начнем с того, что это Ocean View, и это $78. Это самая дорогая будет площадочка для кемпинга. Зимой вот здесь такой сезон дождей, поэтому сейчас все вокруг выглядит как-то так. Нормально выглядит, кстати. Поэтому мне кажется, что иерархические организации без автономии и участия сотрудников больше не работают. Время для новых организаций, возможно, пришло уже, да? А что если, как мы говорим? Что если в течение десятилетий многие компании, придерживаясь старого руководства, стиля, да, то есть иерархического, отдавали приказы, применяли негибкую политику и не приветствовали вклад со стороны сотрудников? Что если действительно так и было? Что если командное и контрольное руководство как закрепилось в 50-х, 60-х годах после того, как люди вернулись со Второй мировой войны и заняли лидирующие позиции в бизнесе, да, то с таким подходом? Что если время таких организаций ушло на второй план? Что если мы должны реально развернуться к людям и начать с ними работать по-другому? Что если командование и управление, возможно, работали в прошлом, но теперь компаниям, которые не умеют быстро приспосабливаться, может быть, очень трудно набирать и удерживать таланты? Это не только ухудшает именно такой моральный дух внутри коллектива, но и приводит к худшим результатам. Что если люди стали более мобильны и больше не готовы мириться с какой-то тупостью организации, да, то есть не хотят они больше мириться с какой-то тупостью? Что если люди ищут себе более понятные, прозрачные, честные команды? И если они такие будут находить, они, соответственно, будут уходить. Что если действительно так уже происходит? До появления интернета у людей было не так много возможностей сменить работу. Уход из компании в поисках себя был менее распространенным, а люди ценили стабильность и стаж работы, а не гибкость. Сейчас это не так. Людям удобнее уволиться, чем мириться с какой-то тупостью. Они активно могут искать работу в интернете и в разных других каналах. Многие хотят открыть свое дело.
И именно это самое печальное для компании, потому что когда у человека появляется такое количество ответственности за все, что он делает, что он желает открыть свое дело, он на самом деле, возможно, находится на пике осознанности относительно той точки, к которой он вам пришел, да, то есть. И единственная причина, по которой он хочет уйти и заниматься своим делом, это то, что он не видит своего развития внутри организации. Потому что он не хочет лизать кому-то зад, а он хочет справедливого, соответственно, честного распределения ресурсов. То есть он не видит, что он может проявиться внутри организации как предприниматель. А нам это на самом деле интереснее всего и было, потому что мы видим, что большинство организаций сегодня успешных, которые относятся к командам как к предпринимателям, как к отдельному какому-то предпринимателю. В Америке особенно. Потому что настоящие предприниматели – это самые главные люди внутри наших организаций. Это те, кто приносит нам новое, которые самостоятельно учатся, сами себе ставят планы, чтобы достигают. Они у нас не спрашивают, что, они не спрашивают, как делать. Ни у нас, ни там у каких-то там, ни у нас, как у собственников, ни у руководства и так далее. Потому что они понимают себя внутри такой организации, они понимают свое место, они осознают ту ценность, которую приносит ей, и адекватно реагируют на все новое. Понимаете, вот это предприниматели. И эти люди, они самые ценные, самые классные, самые лучшие. Это те люди, которым не надо говорить что, не надо говорить как. И эти люди будут уходить, если мы не будем делать такие условия, в которых им было прикольно работать вместе с нами. Я считаю, что в нашей организации главный не я. Каждый из нас главный. И как только кто-то готов подменить меня в моей роли, в текущей, даже вот говорящего здесь с вами, я с удовольствием передам эту задачу и займусь другими. У меня их много. Просто в настоящее время в нашей команде такой расклад сил, что я занимаюсь этим, а другие занимаются этим. Каждый, я надеюсь, осознает свое место и почему он в нем. Делаю апдейт. Вчера вечером мы приехали вот на эту площадку, на этот campground, как он называется по-английски, кемпинг, да. Вот во второй линии, получается, вот это, которую вы видите, это первая линия, следующая линия вторая, как раз наш домик стоит там. Вчера приехали, нам очень все не понравилось, потому что, как вы видите, очень плотно стоят трейлеры друг к другу. Нету места, да, для того, чтобы там как-то можно было вместе время с семьей провести там и так далее. Вот, но мы же приехали темно, мы увидели только то, что рядом были соседи, и их было много. Когда мы проснулись, мы увидели вот это. Мы увидели океан, мы увидели птичек, здесь аистов, пеликанов, чаек. Вот это вот что за птичка интересная, я не знаю даже, как она называется. Ну, короче, все увидели вот эту красоту, которую вы тоже прямо сейчас видите со мной, и поняли, что это очень крутое место. И не зря эта площадка стоит $70, да, то есть мы вот просто там покупали площадку для кемпинга за $30, за $50, вот это стоит $70, да, то есть понятно, почему она стоит $70, потому что здесь красота. Сюда люди приезжают, как я понимаю, в первую очередь для того, чтобы посерфить, потому что... А вон я вижу серферов, вон они торчат, и вон еще. Вот, но я уже не буду расчехлять нашу доску, потому что мы сейчас вместе с нашей семьей, я, Алина, Зарина, если кто еще не знает, едем дальше. У нас сегодня следующая локация – это пустыня, и там, говорят, даже по ночам идет снег. Отсюда, от Санта-Барбары, нам надо будет ехать с рулем, не останавливаясь, где-то 3,5 часа. Но мы будем останавливаться, поэтому я думаю, мы будем ехать там минимум часов 5-6. Я сделал йогу, я сделал свой регламент, прям кайфанул от того, что вот, успел сделать это нормально, потому что вчера мы все запаковывали прям под дождем. И сейчас я смотрю, уже дождь тоже начался. Вот, поэтому я собираюсь, и мы выезжаем, да. Ребят, чтобы не было видно только красоту, вот, после того, как ты погулял по песку, нужно мыть ботиночки. Кемпинг — это с одной стороны прикольно, с другой стороны везде грязь. Вот это наше электрическое прицеплено. Я здесь специально из-за того, что какой-то идиот сделал, вот видите, да, она вот так не проходит, получается, да, то есть вот так вниз. Пришлось, соответственно, там другую подключать розетку и все это изолировать. Потом мы все это складываем вот сюда. Разные шланчики, электричество там и так далее. Сейчас будем поднимать вот эти части. Они выставляются для того, что когда ты спишь, чтобы у тебя не ходило, да, соответственно. И сейчас целая история для того, чтобы отъехать. Вот, мы в таком виде готовимся к отъезду. Чтобы мне в твоем YouTube-канале делать интеграцию с моим... Тебе повезло, батарейка. Что если организация должна быть более гибкой, отзывчивой на то, что происходит вовне, и уметь подстраиваться под новые технологии, делать такие пивоты, развороты, да?
Потому что вот, ну, помните, может, интервью, которое у нас было про инфополе с Андреем Синявиным, вот он сделал очень крутой пивот. Он сначала занимался телевизорами в развалившемся Советском Союзе, тогда только вот, ну, как Россия началась в 90-е годы. И как только там у них был дефолт там, в 98 году, очень сильно там подорожал, соответственно, рубль, и очень дешево стало покупать, соответственно, в Китае. И у них бизнес там с телевизорами, которые они производили, закончился. Ну так вот, он успел сделать пивот. Он начал заказывать продукцию сначала в Китае, а потом осознал, что а зачем ему как бы заказывать там продукцию в Китае под какими-то левыми брендами, если он может, ну, как бы сделать какой-то свой бренд. Но тягаться на рынке там, условно, там, тех же телевизоров, там, микроволновок уже было очень поздно, потому что там были уже свои лидеры рынка. И тогда он придумал новый, условно, там, кухонный аппарат. Очень прикольно. Называется мультиварка. Андрей Синявин реально придумал мультиварку, потому что он сумел сделать пивот внутри вот этого пике падения рубля. Благодаря этому появилось вообще такое как бы изделие, как мультиварка. И благодаря тому, что он изобрел это как бы устройство и, соответственно, дал достаточно информации, маркетинга там и так далее о том, как оно работает и почему это удобно, он, соответственно, создал новую нишу и стал лидером этой ниши. Соответственно, там у него был в хороший год около 400-500 миллионов долларов оборота. Потому что организации должны уметь делать пивоты. И у Андрея очень такая тоже интересная команда. Они очень друг другу доверяют. Я вижу, как они работают. Я вижу, что эта команда действительно, ну, то есть будущего. И он с интересом, мы с ним познакомились, он к нам приехал сюда в Малик 3 программу. И, соответственно, вот основатель компании Redmond, да, то есть я не помню, говорил или нет. А мы так вот с ним подружились, и он теперь очень часто к нам приезжает. И вот сейчас мы познакомили его там со Startup House, он там жил какое-то время, и то есть он здесь. И вот те люди, которые умеют делать пивоты, те люди, которые умеют вот развернуться вообще полностью, вместо того, чтобы сдаться, ну, реально, ну, делают что-то кардинально новое, меняющее рынок, отрасль, там, и так далее, создающие нишу, вот эти люди, они самые важные, вот эти люди, вот, ну, и как раз и тащат организации вперед. А сегодня, как мы видим, ну, в странах СНГ, за исключением очень там крупных отраслей, там, типа авиакосмические, там, госзаказы, очень трудно сохранить конкурентные преимущества, не имея возможности постоянно адаптироваться. То есть, не имея гибкой команды, которая готова к этому развороту, мы не сможем так быстро реагировать на рынок и просто на нем, ну, как бы стоять. Понимаете, да, о чем речь? Ну, то есть, и вот командование, контроль не только делает сотрудников, получается, наших несчастными, они также могут помешать принять важные решения для вашей команды. Потому что лучшие лидеры просят разные точки зрения и знают, что различные мнения могут со временем улучшить идеи команды. И лидеры, которые подавляют несогласные голоса, часто не дают ценным идеям выпасть на поверхность. И так получается, как вы знаете, у нас на совещаниях принимаются те решения, чьи лидеры говорили громче, а не те решения, к которым действительно стоило было прислушаться. И это как бы, ну, не прикольно. Ребятушки, делаю апдейт. Мы сегодня ночевали, как белые люди. Вот смотрите, это вот наша комната. Тут такой творческий беспорядок. Это у нас такой вот вид из окна здесь. Мы идем на хайк. Мы сейчас находимся в Джошуа 3. Тут у нас вот наша ванная. Здесь у нас получилась детская, потому что с нами на самом деле 3 детей. Тут мы вчера ели. Сегодня ребята уже завтракали. А как вы знаете, уже я-то не завтракаю. Поэтому я в это время работал. Вот. Так вот выглядит наша улица здесь. У нас там дом, получается, есть. И здесь дом есть. Есть офигенная веранда. Там у нас есть гамаки. Вот. И вокруг пустыня, короче. Пишите в комментариях, как вам такой пейзаж, как вам вообще проснуться в таком месте. Не забывайте, что за лучший комментарий мы дарим книгу. И сейчас мы вместе с вами поедем хайкать на... Ну, короче, у Алины есть классное приложение. Она нашла там, что это самая, наверное, популярная тропа из тех, которые доступны для людей, которые приехали с детьми. Есть там, потому что жесткий хард. Вот. И мы на нее едем. Так, у нас тут народ из кровати повылазил. Пошел сразу серфиться. Давай, давай. Раз. Набирай воды, я буду... 2, 3. Я говорю, я помню, я в детстве в таком сидел тазике на Украине у бабушки, Полтавской области, село Мачехи. Вот. Голый полностью сидел. Это был мой джакузи. А здесь это называется типа ковбойский джакузи сейчас. Сегодня главный инсайт мой, то, что я не хочу жить в пустыне, потому что Андрюша сейчас просто пылесосит все. Потому что здесь просто очень много песка везде. Заходишь, выходишь, и ты хочешь, не хочешь, заносишь песок. Я не знаю вообще, как в таких местах люди живут.
Ну что, ребят, мы добрались до места. Мы в национальном парке, который называется Джошуа Трee. Алина здесь, как вы уже знаете, нашла классную тропу, где мы обязательно сейчас прогуляемся, кайфанем. Так что давайте вместе с нами посмотрим, что такое национальный парк. Че, мы вверх будем, да, подниматься? Да. Это Нормально. 4 мили, но это вверх. Алина, ты как раз выбрала, когда я вот не завтракал. Сейчас я буду дожигать вчерашние эти, как его, калории, которые я ел в 10 часов вечера. Печеньки с чаем. Алин. Так, Надя, давай еще раз. Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету. Нам любые дороги. Че, Дэн, как дела? Вот я тут слушаю, радуюсь, просто девчонки запевают. Огонь. Посмотрим, как настроение будет через час. Джошуа Трee, это как раз вот, ну, вот эти кактусы, да, которые вокруг растут. Да, ты же есть Джошуа Трee, да. Поэтому так и называется это. По-моему, они растут только здесь, да? Больше нигде. Слушай, они везде растут на самом деле, я их много где видел. Я имею в виду за пределами Калифорнии, я не знаю, есть ли они или нет, но в Калифорнии их достаточное количество, не только в этом парке. Да, мы вчера, когда ехали, тоже грустили. Весь день дождь. Сегодня, кстати, единственный день Джошуа Трee, когда нету снега и дождя, чтобы мы погуляли, ну, в ближайшую неделю. А завтра что у нас? Еще хайкаем. Да? Тут бы, конечно, на дроне полетать, но во всех парках национальных в Америке, к сожалению, полеты на дронах запрещены. Штраф $1800. То есть полетать, в принципе, можно, но дорого будет. Мы решили не тратить так, снимать все с рук. Дрона было бы прикольно подснять. Очень необычный такой пейзажик для парней из Уфы. Почти забрались на гору. Мы близко, совсем близко. И это красиво. Я, конечно, устал. Сегодня завтракал. Время уже... Сколько у нас сейчас? 2. Как раз вот сейчас мне можно поесть, только вокруг кактусы и песок. Ничего похожего я раньше не видел. Большинство экспертов по лидерству соглашаются, что разрешение инакомыслия и продуктивного конфликта жизненно важно для принятия решения. Есть такой эксперт Рэй Далли, он сказал, что величайшая трагедия человечества заключается в неспособности людей иметь вдумчивое несогласие, чтобы выяснить, что действительно является истинным. И самая, возможно, большая неудача руководства и контроля исходит от того, что критикует как раз Далио. Он говорит, лидеры, которые настаивают на том, чтобы их команды следовали решению без вопросов, перекрывают конструктивную обратную связь, которая может изменить идею, упредить неудачное решение или даже изменить всю компанию к лучшему. То есть нам нужно инакомыслие, а сегодня в большинстве организаций оно жестко подавляется. И поэтому я не вижу, что если наша организация будет придерживаться такого старого, как на мой взгляд, на текущий момент неконструктивного подхода, то мы потеряем все позиции вообще во всем мире, как страны, которые говорят на русском языке. Что если мы сотрудникам будем давать возможность использовать их собственное мнение? Что если мы будем давать им высказаться? А что если мы будем задавать им ежедневно сами вопросы о том, как им наша организация, как продукт, как это делает, например, компания Amazon, за которой я очень внимательно наблюдаю, за их системой менеджмента и как они там развивают всю эту историю. Каждый день, каждый из там сейчас уже почти там 600-700 тысяч людей, которые работают в Амазоне, они получают вопрос относительно команды, в которой он работает, относительно продукта, над которым он работает, относительно организации в целом. Там может быть такой вопрос: как тебе твой босс, как тебе твои коллеги, как тебе место в офисе, насколько ты гордишься своим продуктом и так далее, и так далее. И, соответственно, собираются метрики вовлеченности людей в организации. И таким образом можно осознать, какие, возможно, мы принимали неверные управленческие решения, смотря на графики, и, соответственно, действовать по-другому. И вот эта обратная связь от людей действительно очень важна. Но сегодня, насколько вот, мы видим, как работает организация стран СНГ, этого очень редко можно где увидеть. Потому что сегодня время тех организаций, которые умеют приспосабливаться. Как вот говорил Дарвин, да, то есть там он говорил, что выживет тот, кто лучше приспосабливается, а не тот, кто сильнейший.
Это неправильный перевод. Выживет тот, кто сильнейший. Выживет тот, кто лучше приспосабливается. Вот переведите это с английского. Так, ребят, еще одно утро на Джошуа 3. На улице +8. Мы проснулись. Кто-то пошел делать йогу, а кто-то пошел делать джакузи. Короче, ребят, мы сегодня на Джошуа 3 уже в нашем доме 3-й день, и мы сегодня решили поехать куда? Palm Springs. Palm Springs, наверняка вы слышали. И сейчас я разворачиваю камеру на Алину, чтобы она вам похвастала, что там нас ждет. Мы попадем на самую длинную канатную дорогу в мире, которая будет протяженностью 2,5 мили. Она поднимет нас на высоту 8500 фитов. И там будет 2 ресторана, смотровая площадка, музей истории, 2 каких-то театра, амфитеатра 50 миль-хайкинга. и 50 миль-хайкинга. Так, нам куда? Направо, да, сейчас? Так, ребятушки, делаем апдейт. Мы почти приехали, в пробке отстояли несколько часов. $8, чикабум. Мы запарковались, но нам сказали, что ждать в очереди нам придется 4 часа. Сейчас пойдем посмотрим на очередь и будем думать, подниматься нам или нет. Ждать нам 4 часа. Да, ждать нам 4 часа или не ждать. Но выглядит это очень заманчиво и красиво, я вам скажу. Мы изучали внутри наших программ Malik Trip, как работает менеджмент лучших организаций, да, американских. Мы не нашли там одинаково подходящие для всех команд способы коммуникации. Реально мы искали, то есть как бы изучали и с разных сторон подходили. Стало понятно, что команды самостоятельно чаще всего находят тот способ коммуникации, который им удобен. Slack это будет, не знаю, какие-то другие мессенджеры, это будет почта или там это какие-то будут еще вещи. То есть сейчас все меньше и меньше людям организации сверху дают какие-то решения свои. И наоборот дают им возможность выбирать те продукты, с которыми им удобно работать. Главное, чтобы задачи были сделаны. Потому что мы уже не успеваем сами следить за всеми инновациями, которые есть на рынке, да, и внедрять что-то сверху, как имея какой-то отдел там инноваций условно, да. А сейчас это уже не работает. Мы можем создать такую среду, внутри которой люди самостоятельно будут находить лучшие решения для работы и применять их. Что если это действительно так? Что если мы просто должны им дать возможность думать об этом и приносить нам что-то прикольное, интересное, классное и внедрять это? Мы искали одинаково подходящие для всех организаций способы работы в командах, да, то есть я имею в виду Scrum, Kanban, потому что я думал, может быть, действительно к этому ключ победы, Agile, там все дела. И приезжали ребята, которые хотели понять, как масштабируется Scrum, а оказалось, что он не масштабируется. Людям здесь дают выбрать, как они будут работать в командах самостоятельно. Они могут Scrum, они могут Kanban, могут любые другие способы выбрать, которые им прикольно. Чем выше уровень твоих компетенций, то есть тебе не говорят, что и как, ты сам выбираешь, какой тебе там используют для этого Kanban условно. Это для многих был шок. Никто не хотел верить, когда сюда приезжали лидеры организаций стран СНГ. Они говорили, так не работает, это все цирк. Они специально притворяются для нас. Такие лидеры есть, там, которые приехали из России, там 7,5 тысяч сотрудников работает у них. Потому что они не хотят верить, что людям не надо говорить, что и как делать. Они не хотят в это верить. Но что это действительно возможно? Что если доверять проще, чем контролировать? Что если, может быть, какая-то цена ошибки, может быть, для обучения персонала, она может быть не настолько высока, а цена возможных неполученных каких-то инноваций от этого человека, то есть она возможно выше, да, то есть если мы научим людей постоянно ошибаться в умеренных пределах для того, чтобы тестировать определенные новые модели, пробовать что-то новое, внедрять что-то новое. Если они научатся осознанно ошибаться, это прямо очень крутой навык, на мой взгляд, потому что те люди, которые не ошибаются, они не делают ничего, не создают нового. И, соответственно, может быть, нам не надо давать людям, каким им надо работать, условно, в системах, скрамах, канбанах и так далее. Может быть, у нас должны быть такие люди, которые сами выберут, как это делать. Мы должны всегда задумываться о том, а какими должны быть мы, чтобы с нами такие люди работали, которым не надо говорить, что и как делать. Как мы должны работать по-другому. Напишите в комментариях.
какими мы должны быть, где бы вы хотели работать, с кем бы вы хотели работать, как бы вы хотели работать. Напишите в комментариях, мне очень важна ваша обратная связь, что вы обо всем об этом думаете. За лучшим комментарием дарю книгу. Если еще не подписаны, подписывайтесь. Если еще лайк не поставили, обязательно прямо сейчас ставьте нам лайк. Билеты мы можем купить на 6 часов 40 минут. О май гаднес! О боже мой! Во-первых, Какая будет темно. Хотя и сейчас там, и сейчас там тоже не Там очень. тоже нет. Ну что, будем ждать или нет? Или поедем куда-нибудь еще? Голосуйте, ставьте лайки, советуйте нам Подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик! Ты знаешь то, что все индейцы, они пришли сюда, как это правильно называется, которые там в России на севере живут? Якуты? Якуты там разные, там вот эти национальности. Вот индейцы это и есть вот эти, потому что жизнь как бы она началась как бы в Европе, да, там первые люди, и они начали так вот как бы осваивать, и там получается Аляску туда и вниз спускались. Да. Это вот книга Харари, который написал, знаешь, да, это краткая история человечества, он там вот описывает эту историю, прикольно. И он, кстати, там говорит, что многие виды животных перестали существовать как раз после того, как туда добрался человек. Их просто съел человек. И мамонтов, кстати говоря, тоже, скорее всего. Тоже самое страшное животное на планете. Это человек. Это человек. Хотя выглядит очень так себе вполне прилично. Да. Вот мы сели в машину и валим от фуникулера Palm Springs, пить кофе, вести детей в туалет. Вот отсюда, кстати, откуда-то как раз выходит фуникулер. Но там говорят, сегодня очень облачно, и если мы пойдем то в 27, то, короче, ночи в тумане, я думаю, одинаково, что внизу, что наверху. Как бы Холоднее. разницы нет, да, особо. Все, обратно садимся. Все, поехали. Номер 2. В этой кофейне, к сожалению, сегодня Поехали в сторону. выходной. Наверное, потому что сегодня Рождество. Короче, не видать нам кофе, все кофейни закрыты, сегодня Рождество. Давайте Едем домой делать плов, и, может быть, сегодня немножко с ребятами поговорим про что-нибудь интересное, запишем. Раннюю ночь ночуем здесь, смотрю погоду, завтра с утра будет дождь, который практически сразу превратится в снег, поэтому я решил прямо сейчас наш домик на колесах цеплять, потому что завтра мы выезжаем в Ньюпорт, и вы поедете вместе с нами. Пишите комментарии, задавайте вопросы, за лучший вопрос подарим книгу, за лучший комментарий подарим книгу. Погнали в комментариях. А я пока пойду прицеп цеплять. Давай. Танцы до упада. Смотрите, а знаете, что в это время делает Андрей? Ага, у него реально тут сроки кода просто, прикинь. Мы наблюдаем, что внутри долины в организациях нет жесткой иерархии между людьми. Более того, приветствуются горизонтальные коллаборации. Вот тому пример письмо Илона Маска. Внизу есть у нас ссылочка на наш телеграм-канал. Обязательно перейдите по ней в наш телеграм-канал. Туда вот мы как раз привязывали перевод и вот это вот письмо, которое Илон Маск разослал всей своей большой команде. И он говорит, что нет никакого смысла, если есть вопрос, задавать его через человека, задавать его своему начальнику для того, чтобы он задал свой начальнику, а тот начальник задал бы там вице-президенту. Любой вопрос может задать любому. Если видно, что эта ситуация требует скорости, то не надо вот это все волокиты и вот этого общения, совещания. То есть он сказал, что мы горизонтальная организация по сути. Хотя там есть менеджмент в нашем понимании, но менеджер в понимании Илона Маска
и тех компаний, которые находятся в долине, и менеджер. В нашем понимании это два разных человека, потому что задача менеджера в современных организациях стать коучем для людей. Менеджмент в странах СНГ – это контролер, манипулятор, который в глубинном мотиве власти, чаще всего, я об этом как-нибудь тоже про глубинные мотивы, даст Бог, расскажу, а своими мыслями поделюсь, да, он собирает вокруг себя не тех, кто действительно способен сделать результат, а тех, кто не станет препятствием для него, для того, чтобы он дальше продолжал условно меньше работать и больше зарабатывать, держась, оставаясь у власти. И часто по этой причине вокруг этого человека собираются люди слабее него намного и с большим эго. И именно это убивает современные организации стран СНГ, как я вижу. И именно это такой самый главный бич. Менеджеры не готовы развернуться к людям и начать с ними разговаривать. Ну что, ребят, прогноз погоды оказался правдивым. Сегодня мы проснулись, шел сильный дождь, который вот постепенно начал превращаться в снег. И сегодня вот мы в таком месте. Прикольно, что мы вот здесь были 4 дня, ходили по этой пустыне. И так вот сегодня проснуться совсем в другой атмосфере, в зимней, да. Вот как раз вот я удивляюсь, что под Рождество мы так или иначе сюда попадаем в снег. Вот, и вот здесь такие вот кактусы со снежинками, это, конечно, в моей жизни впервые, да, в пустыне снег. Ну, вот так, что мы прям ночевали. Я был, конечно, до этого на Гранд-Каньоне, видел там тоже снег. Было прикольно и весело, но сегодня мы отчалим к нашим друзьям в Ньюпорт. Вот, так что мы прямо сейчас, видите, что хорошо, что я вчера вместе с вами это все дело здесь прицепил, все вещи собрал. Сейчас мы грузим последние шмотки и выдвигаемся. Наши там ребята еще пока завтракают, приводят себя в порядок. И мы сейчас прям чалим. И вы поедете вместе с нами в Ньюпорт. Поэтому не переключайтесь, подписывайтесь на наш канал, если вы это еще не сделали. Ставьте нам лайки, пишите комментарии. За лучший комментарий по традиции подарим книгу. Ну что, ребят, все, мы тронулись. Сейчас закрыли с собой ворота и выезжаем. Наша Фонда увидела впервые снег. Вот, мне сейчас только что рассказали, что мы из мест, в котором снега очень много. С октября по март, апрель, по апрель. А иногда и на майские праздники. А иногда и на майские праздники, да. Ну вот наш Мурсайчик, мы так нашу машину называем Мурсай. Башкирский. Да, башкирский. Ну вот так вот, значит. Кстати говоря, когда мы первый раз переехали в Америку, мы попали как раз под рождественские праздники. И мы все время удивлялись, как круто, что здесь нету пробок. Но нам просто повезло, что мы в Калифорнии были как раз в LA, в Кремниевой долине, в момент, когда были как раз рождественские или послерождественские новогодние праздники, просто пустые улицы. Но сейчас нам навигатор показывает 2 часа 10 минут там ехать, и я очень сомневаюсь, что он показывает нам правильно. Что вот мы запарковали нашего Бэмбика в гараже у Чердака и Андрюхи, наших друзей. Gorilla Power Custom Cars, как раз они называются так. И вот эта вся территория, это вот их. Вот здесь мы запарковали нашего Бэмбика, одели на него вот такой вот замок, чтобы его не утащили. Переложили основные вещи, как раз кемперские, сюда в наш домик на колесах. Упаковались, вон мои девочки уже меня ждут. Поставили Бэмбик на зарядку, да, чтобы он нас радовал электричеством, потому что у нас там холодильник, еда, а нам еще путешествовать неделю. Вот здесь вот как раз тачки стоят у ребят. Ну а мы поехали. Мы сначала, наверное, заедем куда-нибудь на берегу океана, может, пообедаем, и потом поедем к Андрею. Алин, что скажешь по поводу обеда где-нибудь на берегу океана? Или ты уже ешь? А? Да? А меня покормите, нет? Яблочка больше нету. Мы изучали много организаций, да, там это сотни компаний в Кремниевой долине, в штате Вашингтон, да, там Сиэтл, Нью-Йорк, Лас-Вегас, Л.А., там мы, и то, что мы нашли, там в Филадельфии была очень компания, мы нашли один инструмент, который очень хорошо работает, и он есть во всех организациях. Я думаю, что весь менеджмент на самом деле и держится на этом инструменте. А здесь их называют встречи 1 на 1. То есть это встреча, на котором менеджер, условно, тим-лид, там, коуч в разных организациях, эта роль называется по-разному, но суть в том, что он встречается с каждым своим членом команды и общается с ним. Не о каких-то там контрольных метриках там и так далее, он его не жучит. А основной тезис этих встреч — это как мы с тобой должны понять, что ты должен делать в нашей организации.
потому что мы хотим, чтобы ты делал то, что тебе нравится. Мы хотим, чтобы ты развивался. Мы не хотим тебя контролировать. Мы хотим тебе помочь достигать твоих целей. Давай обсудим твои цели, давай обсудим твоих близких, давай обсудим, как мы тебе можем помочь решать твои задачи, чтобы ты не отвлекался, решал наши задачи. Соответственно, на таких встречах задаются вопросы, да, там, как тебе твой, там, условно, там, коллектив, да, там, как твой проект, как я могу тебе помочь, есть ли какие-то препятствия, что я могу сделать для тебя, как я тебе как менеджер, может быть, я тебе могу, что ты вообще видишь, как ты хочешь развиваться, ну и так далее, и так далее. То есть, по сути, делается такой коучинг и помогается человеку осознать свои метрики, свои цели, свои, соответственно, задачи, и проясняется о том, куда идет организация, и, соответственно, понимая все это, человека не надо контролировать больше. Если делать такую встречу раз в 2 недели, ну, с определенной категорией людей, его не надо контролировать. Если он достаточно осознан и с вами синхронизирован, соответственно, вот ваше счастье. И что если в вашей команде будет, ну, как бы все такие менеджеры будут, которые умеют такие встречи проводить, а вы проводите встречи с этими, условно, менеджерами. И так связана вся ваша организация. Все друг для друга помощники, решатели вопросов, коучи там и так далее. На это выделены бюджеты там и так далее. Какими будут тогда наши организации? Напишите в комментариях, мне очень интересно. Какими будут наши организации? И что мы должны сделать сейчас с вами все вместе для того, чтобы в наших странах, где говорят по-русски, было как можно больше таких организаций? Потому что такие организации сделают более осознанными и здоровыми тех людей, которые работают внутри этих организаций. И так мы сможем повлиять на все русскоговорящие страны просто через осознанность тех людей, которые работают внутри организаций, которые как бы готовы брать ответственность за себя, за свои поступки, которые созидатели, которые предприниматели, которые... Вот, и среди таких людей будут созревать новые люди, которые будут лучше, чем все, что есть сегодня. И таким образом мы, меняя организации, меняя людей, которые в них работают, сможем повлиять на все русскоговорящие страны. Что если мы отнесемся к людям, которые работают у нас, как к людям, а не как к тем, кто нам что-то должен? Что если люди будут приходить к нам не чтобы работу работать, а что если они будут работать у нас, потому что они используют нас как продукт, организацию, как инструмент для достижения их целей? Что если они будут находить у нас поддержку, развитие, достижение финансовых целей, вот это все, если что, они будут у нас вот это находить, все, что им нужно. Будут ли они менять на кого-то нас? Или уходить в какое-то свободное плавание? Я думаю, что нет. И поэтому, возможно, действительно, организация – это продукт для классных людей. И чем у вас лучше люди, тем лучше ваша организация. И чем у вас лучше организация, тем у вас круче люди. Но, на мой взгляд, в этом вопросе курицы и яйца как бы, ну, ответственность лидера. Вот он ответственный за все. И его, значит, задача искать либо людей лучших, да, пробовать найти, либо создавать такую организацию, в которой люди будут хотеть работать такие. У меня сейчас в настоящее время получается больше, наверное, по второму варианту. Я создаю организацию, куда приходят классные люди. У меня не получается сразу находить классных людей, нужных, подходящих мне по тем принципам и там пониманием того, как стоит работать и как не стоит работать. Давай. Офигеть, ребят, офигеть. Это реально очень круто. То, что так вот можно все изменить с ног на голову. Сейчас очень крутое время. Можно двигаться очень быстро. Главное выбрать не то, типа, с кем быть, а с кем не быть. Выбрать не что делать, а чего не делать. Так может, нам стоит всем перестать притворяться, что кто-то из нас главный, а кто-то не главный, и развернуться всем к людям, и тогда мы всем немножко станем, я думаю, счастливее и мудрее, и результатов у нас больше будет. Я думаю, что очень высокая вероятность того, что это может произойти. Делитесь в комментариях тем, что вам сейчас в голову приходит. Очень мне интересно, прикольно с вами об этом во всем поговорить. Я вот, как говорю, уже новый формат пробую. Очень интересно
насколько вам прикольно в таком формате со мной общаться. Вы пишите, соответственно, комментарии, какие вы вопросы хотите разобрать, а что если и так далее, да, там. И давайте будем голосовать лайками. Те, у кого больше лайков, они будут подниматься вверх, и мы будем видеть те вопросы, за которые вы сами проголосовали. И посмотрим, что получится. И так в таком формате пообщаемся. Вы уже видели много разных людей на нашем канале, если смотрите наши видео. И я вам предлагаю тоже выбрать, может быть, кого-то из тех, кого у нас на канале видели, и пригласить его в эту рубрику «А что если?». Мы можем также вместе вот так сесть, вот так вот, и подискутировать на какую-то из тем, которые вы тоже выберете. Предложите тех людей, которые вам зашли, с которыми вам было интересно общаться, мы, возможно, именно их пригласим. Вот. Соответственно, большая просьба подписаться, если еще этого не сделали. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать наши следующие видео. Лайки нам ставьте, да, если вам понравилось. Давайте общаться, давайте дружить. Мне очень прикольно, что есть такое количество людей, которые это смотрят, которым это интересно, потому что на самом деле я искал разные форматы. Если вы посмотрите первое видео, которое мы делали вот уже год назад, нашему каналу ровно год, я сейчас пишу, сегодня у меня 3 января, да, 3 часа дня по Калифорнии, вот, и за это время мы сильно поменялись как канал, мы много разных форматов пробовали. И мне прикольно видеть, что, например, видео, когда я снимал там с разных развлекательных мероприятий, не так хорошо заходило, как какой-то серьезный разговор. Действительно, очень круто, что на нашем канале собрались те люди, которым, может быть, не так важна картинка, может быть, упаковка по форме, а важно именно содержание, потому что сегодня очень много людей, которые хотят услышать инсайт от блондина с голубыми глазами, с опытом работы вот столько-то лет. Вот. Это я к тому, что, например, многие люди, которые смотрят этот канал, почему-то комментируют мой нос, им не нравится, что я там быдло, что я там говорю, чё, как и так далее. Я просто действительно, не идеальный чувак, у меня много разных есть своих там тоже комплексов, вредных привычек, разных слов, паразитов. Я это понимаю, осознаю, но бояться этого значит перестать заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь, общаться с вами. Потому что времени, чтобы настолько классно готовиться к тому, чтобы с вами пообщаться и с вами разговаривать так, как вам угодно, чтобы прямо, знаете, там специальными реверансами и так далее, у меня, к сожалению, нету такого количества времени. Вот, потому что YouTube — это не то, на чем я зарабатываю, это то, куда я трачу сейчас. А для того, чтобы делать классный контент, для того, чтобы делать какие-то коллаборации, я действительно очень хочу, чтобы этот контент видело большое количество людей. И если вы еще ни разу не делились, вот сейчас прям сделайте это, там внизу кнопка есть «Поделиться». Делитесь этим видео, если оно вам зашло, или другими, которые вы видели на нашем канале обязательно. Я хочу просто, чтобы это стало таким прикольным способом общения с вами, уважаемый подписчик, да, то есть спасибо, что досмотрел весь мой такой монолог до конца, и я надеюсь, до скорых встреч. Вот, следующий, я думаю, у нас будет один из выпусков про «А что если?». Я поделюсь с вами своими мыслями, а что если государство — это платформа для людей, что если это действительно так. И что если, например, Америка — это одна из лучших сегодня платформ, потому что она, наверное, имеет самые такие положительные тренды в эмиграции в нее, именно качественных людей, то есть образование, доказавшие, что они умеют зарабатывать и так далее, и так далее. Сегодня она номер один, потому что это платформа, потому что американец, возможно, это не тот человек, который здесь родился, или у кого здесь родилась мама, папа, бабушка и дедушка, а тот, который сюда когда-то приехал, и без разницы, когда 5 лет назад, 20, 100 лет назад, приехали его родители, или 200 лет назад, нет разницы. Американец — это образ жизни. Что если это действительно так? И порассуждать с вами об этом. И что американец — это человек, который принял идею, который звучит следующим образом. Если ты умеешь что-то создать своими руками и продать это, то делай это, а мы будем защищать твои интересы, потому что именно на этом и базируется вся наша экономика нашей страны. Что это, если действительно так, и что если будут сейчас побеждать те платформы государства, да, где будут самые выгодные, самые прикольные условия.
для жизни? Что это, если действительно так? Я вот хочу с вами об этом тоже порассуждать. Можете тоже это прокомментировать. Я буду очень вам благодарен. Ну, на этом все. Давайте. Пока.